Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь ржано-пшеничный заварной простой хлеб по белорусским стандартам. Хлеб готовится на жидкой закваске с заваркой, где заварка выступает в качестве питательной среды для закваски. Для закваски нам потребуется закваска 1 и закваска 2. Как сделать закваску 1 и заварку, вы можете посмотреть в описании к видео. Заварку осахаренную мы делаем предварительно. Можете сделать ее с вечера, как и закваску 1, а можете сделать ее непосредственно перед работой с закваской 2, потому что ее количество очень маленькое и она очень быстро остывает. Для закваски 2, которая является основной закваской для хлеба, смешиваем закваску 1, которую мы поставили с вечера, и заварку. Как я уже сказала, заварка является питательной средой для закваски. Также добавляем небольшое количество муки и хорошо перемешиваем. Хлеб готовится на ржаной обойной и пшеничной муке. Если у вас нет обойной муки, вы можете заменить ее на цельнозерновую. Все хорошо смешиваем и отмечаем. Оставляем на 3-5 часов при температуре 30-32 градуса Цельсия. Закваска у нас за это время хорошо поднимется и осядет. Нужно продолжать держать закваску для достижения необходимой кислотности, несмотря на то, что она поднялась и начала оседать. Когда закваска у нас созрела, приготовим тесто. Для теста смешиваем все указанные ингредиенты и производим замес. Воду необходимо регулировать по влагоемкости вашей муки. Как и во всех рецептах, вода является значением рекомендательным, поэтому необходимо всегда удерживать небольшое количество воды и добавлять по состоянию вашей муки. Вполне возможно, что вам понадобится меньше воды, а вполне возможно, что и больше. Поэтому необходимо смотреть по влагоемкости вашей муки. Тесто должно иметь вот такую вот консистенцию, как вы видите на видео. Оно не должно быть слишком плотным, иначе хлеб у нас получится чрезмерно сухим и крошковатым. Все оставляем на брожение. По окончании брожения мы видим, что тесто у нас хорошо поднялось. Смачиваем руки водой, смачиваем рабочую поверхность водой и выкладываем тесто на стол. Желательно использовать воду вместо муки для того, чтобы избежать непромесов. Хорошо утрамбовываем тесто для того, чтобы получить относительно плотный и равномерно пористый мякиш. Пористость будет мелкая. Формируем заготовку. Хорошенько выравниваем поверхность для того, чтобы у нас на конечном изделии не было никаких вмятин и рытвин.
Так как хлеб у нас ржано-пшеничный, то все дефекты формовки так и останутся на конечном изделии, в отличие от хлеба пшеничного. При помощи скребка делаем поверхность гладкой, выравниваем ее. Стараемся следить за тем, чтобы по краям заготовки не сильно много собиралось воды. Желательно, чтобы ее вообще не собиралось, потому что если по краям заготовки у вас будет вода, то есть большая вероятность того, что хлеб просто в этом месте подорвет. Поэтому стараемся следить за тем, чтобы вода не особо собиралась. Оставляем на расстойку. Расстойка должна быть полной. Вот мы видим, как выглядит поверхность. На поверхности мы видим образовавшиеся глазки. Это есть признак того, что заготовка готова к посадке в печь. Сбрызгиваем ее водой и выпекаем. При выемке из печи заготовку рекомендуется сбрызгивать водой для придания глянца верхней корочки. После полного остывания хлеба заворачиваем его в кухонное полотенце и оставляем на созревание до следующего дня. На следующий день продегустируем хлеб. Как мы видим, хлеб у нас имеет красивую ровную поверхность, немножко выпуклую верхнюю корку. Верхняя корка должна быть немножко выпуклой. Это признак того, что хлеб у вас не перестоял, потому что если хлеб будет иметь перерасстойку, то верхняя корка просядет. Это очень вкусный, универсальный хлеб, который подойдет как для обеда, завтрака и ужина, так и для использования, например, с чем-то сладким, вареньем, медом. Как мы видим, мякиш у хлеба эластичный, упругий, и после легкого нажатия пальцами он легко возвращается в форму. Я очень советую испечь вам этот хлеб, он наверняка станет одним из ваших фаворитов. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!